И что я вам хочу сказать, мое мнение, я удивлен. Дякую. Да? Ви натуральне сало не купите тепер. Великі ціни там пішов. Я ж кажу 220. Я удивлен ценам на помидоры. Я удивлен ценам на сыры твердые, на творог. Я удивлен ценам на мясо. Тут рибки у нас в ванні, в джакузі з водичкою тусять. Багато навіть не знають, що таке буває, такі ціни. Бо ж люди йдуть сир, оце, да, в Новусах, в Ашанах. Скільки? Ну мінімум 269. Будуть знати, що к вам треба їхати. Друзі, всім привіт. Сегодня занесла меня судьба на Лесной, станция метро Лесная. Я тут уже был раньше, и мы с вами ходили, гуляли по базару, вот поэтому, на Лесной. Но на самом деле станция метро Лесная, а именно рынок, он славится абсолютно другим. И он выглядит абсолютно по-другому. И я сколько себя помню, весь Киев, почти весь, ну половина точно, едут именно на Лесную. В выходной день на Лесную. Для меня до сих пор оставалось загадкой, да и остается, почему. Неужели тут в 10 раз меньше цены? А рынок на Лесной, он по сути выглядит просто как и 30 лет тому, назовем так, с пола. И вот я сейчас как раз до него дойду, посмотрю, как он выглядит, какие цены, что продают, какие очереди, и поделюсь этой информацией с вами. Если вам ролик зайдет, обязательно прожмите палец вверх, обязательно дайте фидбэк по ценам, чтобы вы ориентировались. Это 38 гривен за доллар и 40 гривен за 1 евро. Так, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Так, у нас есть чемпион яблоки 29 гривен. Это где-то 70 центов. Есть голден 29, есть груша 39. Киви у нас, кстати, на том рынке, который я был, вон там сзади, там киви было 300 гривен. Вы можете себе представить, под навесом киви стоит 300 гривен. Тут киви у нас стоит 69 гривен. Мандаринчики, чтобы вспомнить Новый год, 49 гривен. Помело 49 гривен. Кстати, дешевле, не знаю по качеству, но самый дешевый помело я видел пока что за 60 гривен. Помидорчики 39 гривен. Опять же, помидоры я в принципе видел только за 60 гривен. Помидор 39. Ну, это такие, наверное, на салаты. Салат 45 гривен. Айсберг 50 гривен. Апельсин 39 гривен. Ну, это апельсин такой формата на фреш. Потому что, ну, скажем так, маленькие апельсинчики, они идут чаще всего на фреш. Мы еще даже не ушли в принципе, от метро, но уже очередь. Так, баклажан 79, 80. Апельсин побольше, который у нас 49. Грейпфрут 59. Вот, кстати, мне больше нравится на самом деле больше не апельсины, а грейпфруты. Так, что у нас по рыбе? По рыбе. Добрый день. Короб 130, короб 130, товстолоб 85, карась 85, судак 230 и сом 200. Здоровенный сом у нас такий. Юшка, сьомга 100 гривень за кілограм, я так розумію. Так, тут ми подивимось ще у нас риба. Короб 120, добрий день, 130, добрий, пілінгаз 90 гривень. Так, и тут у нас рыба пеленгаз тоже 90 гривен. Тут рыбки у нас в ванне, в джакузи с водичкой тусят. Белый амур 130, короб 130, короб 120 и карась 70.
Вот такие вот цены у нас на рыбу. Напомню, мы пришли вот оттуда и перейдем вот тут на пешеходном переходе на основной, так сказать, рынок. А основной рынок у нас вон там. То есть вот где начинается машина, и почти до самого конца идет этот рынок. Я не знаю, как я уже сказал, почему, но вот весь, наверное, Киев знает рынок на Лесной. Особенно сюда едут за курами, за какими-то мясом, за сметаной, за молоком. Ну, короче, количество народу, который сюда постоянно на выходных едет, это просто грандиозно. Тут на выходных просто не протолкнешься. Так, курица. Добрий день. А яйця в яку ціну у вас? Яйця по 60. 60 яйця. А кура? Курі по 130. 130. Жовтенькі кури у нас. Так, м'яско. А, зрозумів. 100 гривень. И телятина, и свинина. Ребро 90. Ага, ну ребро 90 це добре. Бо я дорожче купив. Так, це у нас рукола. А рукола в яку ціну? 30 гривень. Пучок. 30 гривень. Більш за все полюбляю руколу. Так, а це у нас м'ята. Запах. Запах дуже добрий. Влітку дуже добре робити. Ой, вибачте. Спрайт, м'ята, лід і лайм. І все. І йде просто на ура. Так, тут у нас ціни 70 гривень. Посмотрим, что у нас тут. Тут у нас какая-то очередь, даже не пробиться. Молочка. Молочка. Сейчас я посмотрю, что там. Там есть цветные, здесь густые. Так, Черные это густые. Понял? 38 гривен. Молоко 50 гривен. Я поняла. Молоко. Молокия, да? Поняли? Да, он Йогурты, мясо. Короче, как-то странно. Навалено все. А з цього боку ковбаса у нас. Ковбаса. І це. Цін, на жаль, нема. Так, хліб. Навіть хлібчик у нас є. А в яку ціну це? 15 кіло, 18 гривень. 18 гривень. Такий на розв'яз хліб. 15 гривень кіло, не 18. Зрозумів. Так, это у нас гранат. 95 гривен. Помидор 35 гривен. Ну, друзья, сказать, что я в шоке, вот я только что прошелся, я еще иду далее, это значит не сказать ничего. Почему? Потому что помидор в феврале месяце 35 гривен? У меня не мой вопрос. Как? Потому что в магазине Новус, Ашан, Сельпо помидор дешевле, там, я не знаю, 90 гривен сейчас, в феврале месяце, зимой, вы не найдете. Это очень удивительно. Так, давайте посмотрим дальше, что у нас тут есть. У нас тут есть прилавки такие. Так, хоки 125, вот такая замороженная. Минтай 120. Заяц 149. Хек 125, слоник 123. Вибачте, ничего страшного. Скумбрия 130, хребет 50. Это что? Масляна 140, братова 155, мойва 85, но уже раскупили. Много рыбы, много мяса, много таких вот прилавков, где можно укрыться. Добрий день. А це масло, да, чи? А в яку ціну у вас? 110 бутылок. 110 літр, да? 1,5 літра. Дуже запашні.
ковырять ее. Не піниться, нічого. Ага, я зрозумів. А картопля в яку? Тут на 100 гривень 5 літрів. Це 20 десь, ага, зрозумів. Так, це кріль, да, мабуть? Так. Кролик. А в яку ціну кріль? 200 за кіло. Я тримаю, бо такої йдуть жінки, а забувають. Забувають. А це що таке, підкажіть? Паштет печінковий. Це ви саме робите? Нічого собі. Що? Є по 180, що те, що те. Сало 180. Що це він хоче щось купляти? 180 сало. А ми таке робимо, якби гроші взяти, віддати і здачу отримати. Все. Ну, такі старі люди таке роблять. А підкажіть, це сало у вас завжди 180? Бо біля мене оці ринки, котрі проводять, 220, я дивлюсь. Ні, в мене свиней не А завжди. 500 гривень не хочете? Хочу, але А ну дайте я попробую чуть-чуть, дайте. коли проводять ярмарки, так там ціни то ціни. О, дякую. Ви натурального сала не купите тепер. Великі ціни там. Я ж кажу 220. Ні, то знаєте, яке сало? То певно такого шар сала, шар м'яса, то свині на біодобавка. Бо зубів вже не Ну, Я розумію. Ні, в будь-якому випадку 180 там точно нема. Дайте хай Всі по 200-220. І вище. Ні, ми просто вже трошки а продали. потім скажете, що мужчина нічого я сказав, не показав. скажу. Так що У дивіться. мене своя голова на цій. Дякую, дякую. Так, бананчики 30 гривен, лук 15 гривен, чеснок от вампиров, кол и чеснок 100 гривен. Кстати, очень часто использую чеснок, добавляю всякие китайские блюда, азиатские, там, когда, знаете, с соевым соусом. Очень вкусненько получается. Так, дальше, что у нас еще? Так, сыр голландский 175, сыр волынский 165, сыр классичный 167, сыр вершковый 175, сыр украинский 175. Ну вот смотрите, вот даже стоим возле прилавка, вот просто посмотрел, да, в новусах, всяких ашанах самый минимальный сыр, который, да, сыр твердый сыр, который я видел, 269 гривен, самый минимальный был. Тут у нас и гориховый 180, 50% жиру, сметанковый 175, гауда 180. Ну вот, видите сами, это уже у нас пошли такие топ сыры. Масло, да, масло. 175, это что у нас? Килограмм. То есть, если мы поделим на брикеты, да, вот обычно брикет у нас, ну, примерно где-то 200 грамм, то 175 поделить на 5, мы получим, сколько стоит брикет. Брикет стоит 35 грамм, видите, да? То есть 200 грамм, тут килограмм 175. Масло Богодухов 230 и масло Хмельницкий 250. Вершкове масло 350. Це я знімаю, бо багато навіть не знають, що таке буває, такі ціни. Бо ж люди йдуть сир, оце, да, в новусах, в Ашанах. Скільки? Ну мінімум 269. Будуть знати, що к вам треба їхати, а не в новуси, в Ашани. Масло шоколадне 180, маргарин 95. Так, а тут у нас, это у нас Звенигородський і столичний 168 или 170. Соль 28, сода 26. Так, что у нас тут еще есть? Барсучий жир для любителей 150. Это у нас сгущенка 45 и побольше сгущенка 90. Дякую. Так, давайте ще сир подивимось, поки не відійшли. Кілограм сир, творог 75, 75, 75, 75. Разная
кислинка, потому что творог нужно всегда пробовать, всегда. Ну, если это, конечно, не брикеты в магазинах, потому что даже вот только что мы с вами смотрели, да, по 75 гривен, они разные. Будет по кислинке. Так, тут у нас лимон, родзинки 90 гривен, мандарин 50, апельсин 60, голден 50. Так. Ой, Боже, а що ви тут ходите? Мені тут Я не білорус. Яблочки у нас 15 гривен, 15, 20. Ну, сейчас на часах уже около 4 часов вечера, да? Не 4, 3 пока. Но обычно эти рынки с самого утра и до обеда где-то. Потом потихоньку расходятся. Это любые рынки, в принципе, не только на Лесной. Поэтому, если соберетесь на Лесную, на этот рынок, то это все нужно делать с утреца. Так, ну туда я не буду идти, там я вижу в конце одежда и в конце пару апельсинчиков. Возвращаемся на пару прилавков, там, где мы еще не были. Шиповник. Так, редиска 80 гривен. Творог 79, масло. Ну вот тут вот смотрите цены. Масло, ну чуть позже собрался продавец. Масло 225, 319, 159 и 55 гривен за полкило. Шоколадное 235. Делите, чтобы узнать, сколько стоит брикет. Да, то есть брикет это около 200 грамм. Делите на 5, получается. Килограмм делим на 5 и получаем эту цену за брикет. Самое удивительное, что сейчас, вот потратив 10 минут времени, пронаходившись тут, я задумываюсь о том, чтобы пойти найти банкомат, сейчас снять деньги и купить сыр твердый, там, где я только что смотрел, потому что цены топ. Очень редко ношу с собой наличку, ну разве что, да, там какие-то 10 гривен на маршрутку. Цибуля 20, морква 20, буряк 18, помидорчики 40. Помидорчики 40. Повітряна ціль у бік Полтавської області, Кременчук, Кропивницький. Самое интересное, что абсолютно всем эта тревога настолько до лампочки, если вы посмотрите, люди вообще никак не реагируют, вот от слова совсем. Да, некоторые магазины, крупные торговые сети, они закрываются, но тут, посмотрите, кто-то дернулся с места. Нет, все сидят, рыбка идет, рыбку чистят, режут, помидорчики продают, апельсинчики продают, люди ходят, никто никуда ничего не бежит. Ну да, посмотрели, что там, шахеды, не шахеды, мопеды, ракеты, не ракеты. И принимают решение. Друзья, вот такой вот коротенький ролик у нас вышел. Ну как коротенький, по сравнению с предыдущим, который мы снимали вон там, вот на той стороне, там где базар, рынок, базар крытый. Этот ролик у нас такой флеш получился. И что я вам хочу сказать, мое мнение, я удивлен. Я удивлен ценам даже того, что к 3 часам буднего дня еще осталось на прилавках. Я удивлен ценам на помидоры, я удивлен ценам на сыры твердые, на творог, я удивлен ценам на мясо. Но удивлен в каком плане? В плане сравнения их с магазинными. С магазинами, где я бываю постоянно.
И в памяти, по памяти я помню четко, сколько стоит то же самое масло, сколько стоит тот же самый творог, сыр твердый и овощи, которые я покупаю. Перец красный, помидоры, огурцы. В общем, вот так вот обстоят дела. Если хотите, я сюда еще раз приеду уже, когда тут будет жесть, ну жесть в хорошем смысле этого слова, на выходных. Поддержите ролик, прожмите палец вверх, напишите какой-то коммент, что считаете, как вам эти цены. И подписка. До новых встреч, на Оксана. Пока.